Привет! В сегодняшнем видео хочу показать, как я создавала такую брошь с корги Пемброк. Я решила украсить его великолепной красной короной, так как каждый корги в душе немного герцог или король. Неудивительно, что корги завоевали сердца миллионов людей. Пушистые, коротколапые бочонки, невероятно любопытные и милые, но как тут устоять перед их чарами? Мне удалось побывать мастером на корги-фестивалях в этажах и музее стрит-арта. Я была удивлена, насколько они отличаются друг от друга. Даже расцветка, которая кажется канонической, у каждой собаки была своя. Собственно, как и характер. Кто-то игривый, кто-то ласковый, кто-то немножечко ленивый, но все они были безумно классными. Один корги-веша попытался выпить воду, предназначенную для витражной росписи, но отказ его не остановил. Потом он попытался найти у меня что-нибудь вроде бутерброда с колбасой. Как рассказала хозяйка, это было его любимое запретное лакомство. Но на мастер-классы я хожу без еды, только с чайком в термосе. Поэтому Веша только лизнул мою ногу и ушел на поиски сокровищ. Кстати, он был одет в костюм пирата, который ему необыкновенно шел. Наверное, многие знают, что эта порода в Англии является любимцами королевской семьи уже на протяжении 70 лет. А у королевы Елизаветы II уже с детства были 30 корги. Ну что ж, давайте приступим и сделаем своего собственного королевского корги. Если вам нравятся творческие видео, подписывайтесь на мой канал и ставьте пальчик вверх. А также напишите, какие породы собак нравятся именно вам. В этот раз я решила использовать материалы разной фактуры. Для белой шерстки я использовала блестящую рубку и матовый круглый бисер. Для короны использовала красный бисер, бусины, трунциал и стразы. Для шерстки я подготовила несколько оттенков бежево-оранжевого цвета. Чтобы перенести эскиз на фетр, я использую мягкий карандаш 3B. Сначала обвожу контур и с помощью меток дорисовываю изображение. Край решила сделать с помощью золотой канители. Для того, чтобы ее аккуратненько пришить, нужно эту спиральку немного раздвинуть. Начинаю вышивку бисером с грудки. Для того, чтобы отделить голову от тела, я использую стеклярус. Продолжаю укладывать бисерными нитями. Так заполняю всю грудку.
Мордочку вышиваю белым матовым бисером. Контур носа вышиваю темно-серым бисером. Вживую он выглядит как гематит. Серединку вышиваю мулине. Впоследствии я еще вернусь к нему. Теперь я пришиваю глазки-бусинки. Вокруг них пройду мулине, чтобы обозначить границы глазок. Теперь делаю веки. Над бусинками набираю светлый бисер под темный. Приступаю к заполнению мордочки белым бисером. Вначале вышиваю линиями. Теперь закрываю бежево-золотистым бисером всю мордочку. Ушки пока не трогаю. В ушках вначале вышиваю белые шерстинки с использованием белой рубки. Теперь вышиваю бежевым бисером.
приступаю к вышиванию короны. В самом начале делаю нижнюю границу короны, пришиваю стразик, бусин и начинаю полностью обшивать этот элемент. Двигаюсь по линиям предмета. Для того, чтобы корона сочеталась с песиком, и для ее выделения я использую трунцеал. Так она выглядит как настоящая. Добавляю отдельные бисеринки там, где это необходимо. Для того, чтобы песик стал пушистым-пушистым. Также добавляю белый цвет на грудку и создаю шерстинки из рубки. Также на носик я добавила бисер, чтобы он был объемным. Теперь можно приступить к созданию броши. Обвожу вышивку на картоне и искусственной коже. Вырезаю. Картон делаю меньшего размера, чем сама брошь. Замочек решила не приклеивать, а пришить к картону. Теперь наношу клей на фетр и все хорошенько приклеиваю. Теперь надо определить места выпуклостей на искусственной коже, чтобы сделать необходимые вырезы. Подрезаю работу по краям, там где есть лишний материал. И теперь приступаю к обработке края. Край решила обрабатывать американским способом. После того, как я пришила последнюю бисеринку,
Нить, так же как и обычно, находится у меня наверху. Теперь через верх я прохожу в соседнюю, которая у нас была самой первой, бусину, и закрепляю контур. Для обработки края рекомендую использовать максимально ровный и одинаковый бисер. Так он получается аккуратным и красивым. Вот брошь с корги Пемброк готова. Он получился невероятно милым, и корона ему к лицу. Очень интересно. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на мой канал. Всем творческих успехов! До новых встреч!